Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule if you dare. Мое путешествие по США началось в городе Филадельфия, куда я прилетел 24 мая. Там меня встретил мой дядя, у которого я пробыл 2 дня. Он мне устроил отличную экскурсию по городу, а также приготовил для меня много бумажных карт предстоящих штатов. Дядя с трудом мог осознать мою затею, и все предлагал остаться у него на пару месяцев. Но несмотря на уговоры, 26 мая я таки покатил прямиком на запад. Первый день путешествия я очень волновался, однако кварталы, через которые я проезжал, были чистыми и спокойными. Велодорожки оказались вполне обычным делом, хоть и велосипедистов было не так уж и много. С города я убирался долго, но все же без особых проблем. И уже через несколько часов я ехал по хайвею номер 30. Еще до поездки я знал, что в Восточных Штатах живет много амишей. Это глубоко религиозные люди, которые не признают никакой современной техники и живут так, как когда-то жили их европейские предки 300 лет назад. Я не ждал, что уже на второй день смогу их увидеть. Сначала мимо проехала пара кибиток, а потом я увидел их дома и как они обрабатывают землю. At 4:30 in the morning I'm milking cows. Jebediah feeds the chickens and Jacob plows. Fool, and I've been milking and plowing so long that even Ezekiel thinks that my mind is gone. I'm a man of the land, I'm into discipline. Got a Bible in my hand and a beard on my chin. But if I finish all of my chores and you finish thine, then tonight we're gonna party like it's 1699. 30 мая в Америке является Днем памяти, поэтому в одном городе повезло увидеть сей парад. Самая напасть для велотуриста – это дождь. Первые дни часто приходилось отсиживаться на заправках. Хорошо, что там всегда есть недорогое какао. Порой же небо успокаивалось, но только для того, чтобы снова застать меня врасплох посреди дороги. В США, особенно в западных и центральных штатах, практически повсюду частная собственность. Встать с палаткой дикарем каждый вечер было для меня непростым испытанием. Но, к счастью, иногда встречаются национальные леса, и можно было спокойно переночевать. В этот день указатели привели меня к национальному парку Collins Cape State Park, живописным озером посреди гор. Тут мне удалось найти неплохое место под палатку рядом с ручьем. На утро же все озеро было закрыто туманом.
В Пенсильванию пришла жара, и местные горы стали для меня настоящим испытанием. Отдохнуть удавалось только в небольших долинах, но даже у обочины не всегда можно было найти тень, чтобы прилечь. К счастью, часть гор мне удалось обогнуть по реке Кэссельмен, которая практически подвела меня к следующему штату на моем пути. Почти незаметно проскочив Западную Вирджинию, я въехал в штат Огайо. Горы сменились холмами, жара спала, и стало гораздо легче крутить педали. Филадельфия осталась далеко позади, и местные жители удивлялись тому, как далеко я смог доехать. Через 2 дня пути по Огайо я попал в крупный город Колумбус. Как здорово, что помимо небоскреба в городе много велодорожек, поэтому проехать Колумбус не составило большой трудности. После Колумбуса дорога стала абсолютно ровной и прямой, как взлетная полоса. Если бы не редкие насаждения, то видно было бы на многие километры вперед. Но главное, что стало гораздо проще ехать, ведь не было ни сильного ветра, ни жары. Очень много погибших животных можно встретить на дорогах США. Порой в это даже сложно поверить. Но однажды удалось познакомиться с живыми маленькими енотами. Мало того, они меня совершенно не испугались. И вот я в штате Индиана. С начала моего путешествия уже перевалил за первые 1000 километров. Я окончательно влился в дорогу, изучил магазины, а также местные особенности. Теперь, входя в знакомый магазин, я не теряя ни минуты шел к нужным мне полкам за правильным супом и ореховым крекером. Индиану я пересек за 2 дня и въехал в штат Иллинойс, а заодно и в следующий часовой пояс. Особой разницы между штатами я не заметил. Все те же бесконечные кукурузные поля вдоль прямой как доска дороги. Местные гордо именуют эти места прериями. Через 2 недели с начала путешествия я пересек реку Миссисипи и въехал в штат Миссури прямиком в городок Ганнибал. Здесь провел свою юность Марк Твейн, и поэтому в его честь устроен музей. В Ганнибале я пробыл 2 дня, и помимо музея познакомился с путешественником, который разъезжает по стране уже 16 лет с кошкой на багажнике. В Миссури пришла жара, и единственным местом для отдыха были автозаправки.
И чем дальше я продвигался на запад, тем большую роль играли эти газолиновые станции в моем путешествии. Порой отдыхать приходилось не тогда, когда устанешь, а когда появлялась возможность. Вот я и в штате Канзас, где живут Элли и Татошка. Нефтяные вышки посреди полей – типичный пейзаж этого штата. В Миссури я мечтал о ровной дороге, но плоский Канзас был пока лишь только в моих мечтах. На деле приходилось карабкаться с холма на холм, проклиная южный ветер. Но зато какая же удача была в этот день с ночевкой. По карте, в стороне от дороги, я увидел рыбацкое озеро, где можно было встать совершенно легально. Через 3 дня дороги по Канзасу местность стала изменяться в необычную для европейца сторону. Появились огромные луга, пастбища. Вроде как местная достопримечательность. Черными точками виднелись многочисленные коровы, у которых в распоряжении были десятки квадратных километров свежей травы. Наверное, это самые счастливые коровы. Постепенно холмы полаживались, и проехав половину Канзаса, я уже колесил по прямым как рельсы дорогам. Однако ветер с каждым днем становился все сильнее. Одно хорошо, что появлялся он только во второй половине дня. Уже давно вдоль дороги мне напоминали, что еду я по историческому пути Санта-Фе. Еще до постройки железной дороги и даже до войны с Мексикой по этому пути проходили торговые обозы из США в Мексику. Соединенные Штаты построили несколько фортов для ее охраны. Один из них называется Форт Ларнет, и туда я и заглянул, чтобы узнать быт американского солдата тех далеких дней. Постепенно пропали зеленые луга, пастбищ становилось все меньше, и бескрайняя пустошь открывалась глазам. В нее как никуда брали поворот фермерские дороги. Расстояние между заправками все увеличивалось, и возможностей для отдыха становилось все меньше. Ветер стал моим врагом номер 1, ведь на равнине укрыться от него практически невозможно. Последние 50 километров по Канзасу были уже пустыней. Высохшая трава, небольшие кусты, кактусы, серая почва. Удивительно, как быстро все вокруг поменялось, словно в театре сменили декорации. Борясь с раскаленным сильным ветром, я въехал в штат Колорадо. Именно с этого штата я ожидал совсем иного мира, полного красных скал и глубоких каньонов. Но этот новый мир встретил меня весьма враждебно. К сильному ветру добавился еще и песок. Проехав пару сотен километров по Колорадской пустыне, я добрался до прохлады скалистых гор. На ночевку встал в местном национальном парке с озером на фоне гор. Честно говоря, потом жалел, что не запланировал провести тут целый день.
Трудности наступили позже, когда поднялся ветер и началась дорога на перевал. Даже после перевала на спуске ветер не давал спокойно скатиться. Это был один из самых трудных дней за весь поход. После перевала я оказался в огромной долине с разбросанными по ней горами. Вечером и утром было прохладно, а днем не более 30. Ветер надолго оставил меня в покое и позволил наслаждаться дорогой. Дорогу уже облюбовали суслики. Справа и слева стояли они, вытянувшись на страже, и бежали пули со всех лап, лишь завидя меня. Проехав долину и объехав лесные пожары, мне предстоял новый перевал. Но когда нет встречного ветра, перевал берется просто на ура. После пустыни так приятно видеть альпийские луга и зеленые деревья. Налюбовавшись на панорамные виды и на туристический паровоз с историческими вагончиками, я начал спуск обратно навстречу пустыне. И примерно на половине спуска я въехал в один из самых молодых штатов США – Нью-Мексико. Ландшафт по эту сторону гор сильно изменился. Перевалов больше не было, и дорога шла по нешироким долинам со спокойным рельефом. На многие километры вперед, справа и слева, великий скульптор Ветер развлекал меня своим творчеством и песчаником. Когда я добрался до искусственного водохранилища Наваха, то решил провести тут целый день среди огромных валунов и озерной прохлады. Это было первое полноценное купание за весь поход, и надо признать, что и последнее. Незадолго до Аризоны я въехал в резервацию индейцев Наваха. Это оказалась совсем другая Америка, но при этом никаких проблем с палаткой. Об Аризоне я мечтал с момента покупки билетов, и наконец-то я въехал в мир красных скал и невероятных пейзажей. Даже будучи на велосипеде, я не мог насмотреться на чудеса природы, среди которых совершенно обыденно стояли домики индейцев. К слову сказать, индейцы оказались весьма разговорчивыми ребятами. Говорят, что белого человека тут не любят, но я не могу этого подтвердить. Индейцы давали мне воду, предлагали подвезти, да и просто с интересом заговаривали, когда я отдыхал на заправке.
Для осмотра долины монументов мне пришлось свернуть с основной дороги в сторону штата Юта. Это место является одной из главных достопримечательностей резервации Навахо. Обратно меня подвезли в кузове, и мне не пришлось лезть на жаре в гору. Участок от Нью-Мексико до Большого каньона был самым интересным за все путешествие. Пустыня Северной Аризоны – это многообразие красок и невероятных по форме скал. Главная цель путешествия, а именно Большой каньон, приближалась, и это придавало огромную мотивацию при кручении педалей. Далеко не по самой простой дороге я добрался до цели. Каньон действительно большой и действительно поражает воображение. Можно подолгу стоять на краю и думать о вечном, хотя это порой непросто, учитывая огромное количество других туристов. Невзирая на грозные предупреждения, я решил спуститься немного вниз. 3 литров воды хватило на 7 часов, и я был очень рад, что вовремя повернул назад. А самой неожиданной встречей оказалось знакомство с гремучей змеей. Покинув каньон, я взял курс на штат Калифорния. Через некоторое время я уже ехал по матери всех дорог США с шоссе 66. Вдоль дороги можно встретить всевозможный автомобильный хлам и старые бензоколонки, которые пользуются большой популярностью у туристов. Когда до Калифорнии оставалось уже совсем недалеко, мне встретился необычный городок Отман, особенностью которого были гуляющие по дороге ослики. Как казалось, много лет назад, когда закрывали шахты, рабочих осликов распустили, и они стали дикими. Хоть статус у них и дикий, но в основном ошиваются они в городке, где их, конечно же, подкармливают туристы.
Уже на подъезде к Калифорнии я попал в настоящее пекло. Сил едва хватило, чтобы добраться до городка Нидлс, что стоит на реке Колорадо. В какой-то момент я начал было думать о том, чтобы проехать пустыню автостопом. Но к ночи, когда я снова пришел в себя, то решил, что буду передвигаться только по утрам, а остальное время переждать на заправках. Первым моим пристанищем была заправка Феннер. Это оказался настоящий оазис посреди безжизненной пустыни, где мне даже разрешили переночевать среди пальм. На второй день по пустыне к 10 утра я добрался до поселения Амбой с населением всего в 2 человека. Температура воздуха в тени была плюс 43 градуса, а через пару часов и все плюс 46. Главной достопримечательностью Амбоя, помимо кратера вулкана, является культовая вывеска кафе. Все, кто приезжает мимо, обязательно там останавливаются, чтобы сфотографироваться на этом фоне. А в здании заправки меня встретил сам шериф, который по совместительству принимал плату за бензин и напитки. Наверное, это был самый жаркий день в моей жизни. Мохавская пустыня по-своему красива, но больше напоминает зловещий космос, нежели чем красочную пустыню Аризоны, которую я проехал совсем недавно. К счастью, уже на следующий день температура спала, и я снова смог войти в привычный ритм, радуясь привычным 40 градусам. После долгих раздумий я переменил прежние планы и решил кратчайшим путем добираться до прохладного океана. Очень устал от ежедневного пекла, ветра и колючек в колесе. Когда-нибудь я снова вернусь в эти края, но поеду с севера на юг и посещу озеро Тахо, озеро Моно, а также гигантские секвойи. Однако после озелененной Калифорнийской долины неожиданно снова началась выжженная земля, но даже вечные колючки в колесе уже не могли остановить меня на пути к побережью. — 15 июля я достиг побережья. Первым делом я позвонил дяде и сказал, что пересек Америку. Было ощущение конца пути, и оставшиеся 300 километров до Сан-Франциско надо было как-то растянуть на 9 дней. По утрам был отлив, я бродил по открывшимся скалам в поисках разной живности. Видел много разных птиц, тюленей, толпы крабов и большую морскую звезду. Удивительная природа на Тихом океане, не сравнить с тем, что я видел во Франции и Испании на Атлантике. Несмотря на широту Туниса, жарко тут не бывает, и приходилось постоянно утепляться. Изначальную идею накупаться до отвала я отбросил сразу же. Вода в океане казалась не более 13 градусов. Особого внимания заслуживает колония морских слонов недалеко от парка Сан-Симеон. Огромные туши десятками валяются на берегу и время от времени выясняют отношения. Считается, что это одним из самых кровавых боев в животном мире.
And probably you know all the dirty shows I put on, blunted and exhausted like anyone. Honestly, I try to avoid it. Honestly, back when we were kids, we would always know when to stop. And all the good kids are missing out. Nobody is gained or accomplished anything. Над горизонтом всегда висит полоса тумана и вечером устремляется к берегу. Я не раз видел чистый горизонт, и порой даже днем туман не хотел сдавать свои позиции, чтобы отступить в океан. Но если день был теплым, то вечером можно было наблюдать красивейший закат. Дорога вдоль океана была живописной, но не слишком полной на события. На ночевку я почти всегда устраивался прямо на берегу. Вечером я сидел на обрыве и смотрел на океан. Особенно мне нравилось наблюдать за пеликанами. Эти крупные птицы могут летать так низко над водой, что едва не задевают поверхность крыльями. Путь вдоль побережья я растянул на 8 дней. Порой за день я проезжал всего 20 километров, а если местность была ну уж совсем скучной, то и все 70. Тем не менее, утром 23 июля я въехал в Сан-Франциско. Еще в феврале я решил, что маршрут закончится именно тут, на знаменитом мосту Золотые ворота. И вот около 11 утра, после пути длиной почти в 6000 километров, я стоял перед ним, с грустью и радостью осознавая, что удивительное путешествие завершилось.